Доброй ночи. Сегодня мы на самом юге, в Луизиане. Прямо сейчас я стою перед зданием старой местной аптеки. Там, на втором этаже, в уютной библиотеке нас ждет гость, м, на чьем теле застыла вечная печать разложения. Ветеран, чьи впалые глаза видели слишком много бессмысленных войн. И смертных, и бессмертных. Сегодня он не прячется за интригами Камарильи и не бросается лозунгами анархов. Сегодня он не сможет спрятаться и от меня. Сквозь мрачный юмор он расскажет о вампирской паразитической сути с пугающей нигилистической честностью. Давайте поднимемся. Знакомьтесь, Генри Стилджофф из клана Самеди. Сейчас вы потихоньку заходите в аптеку. Аптека очень старомодная, это еще испанский стиль в каком-то смысле. Из тех времен, когда Луизиана еще была под управлением Испании. Дом немного обветшал, и внутри запах старого дерева и пыли с примесями типичных аптечных ароматов спирта и таблеток. В целом, видно то, что здание под современные нужды переделывалось несколько раз. На второй этаж вы добираетесь довольно спокойно, вас туда отведут. В комнату, что представляет из себя что-то вроде одновременно гостиной и, наверное, небольшого читального зала. Это, наверное, где-то плюс-минус 2,5 на 2,5 метра коробочка с аккуратно расставленными стеллажами книг и большим камином с одной из стен. У камина спокойно сидит в кресле, в него немного вжавшись. Можно было бы подумать, то, что, наверное, труп, наверное, даже месячной давности, может, даже двухмесячной. Одетый в классическую рабочую одежду, наверное, годов 60-х Америки, когда еще польто не успели выйти из моды, а джинсы клеш в нее еще не успели войти. Он довольно размеренно смотрит на вас впалыми глазами и простейшим жестом руки, костлявым пальцем указывает на кресло напротив него. Не очень большое, не очень изысканное, но довольно удобное. Доброй ночи. Добрый. Валерия, девушка стройная, миниатюрная, с длинными рыжими волосами, довольно симпатичным лицом. И в целом она создает впечатление журналиста классического, девушки, которая постоянно не сидится на месте. Она довольно шустро юркает в это кресло и усаживается там со своим блокнотом, ручкой, включает диктофон, камеры. Ну что же, я надеюсь, вы готовы к нашему сегодняшнему интервью. Разговор может быть нелегким. Нелегкие разговоры обычно ждут тех, кто уже в могиле. Мы пока еще с вами живы. Ничего сложнее, я думаю, нам не предвидится. Ну, давайте начнем сначала. Вы можете представиться, кто вы, клан, как вы в целом живете и проводите свою нежизнь. Ведь вы не типичный представитель тех, кого можно заметить в обычной политической борьбе сородичей. Меня зовут Генри Стилджофф. Я представляю клан Самеди. Естественно, вы нас особо не увидите в политике. У нас не очень красивые лица для этого и не очень много харизмы для того, чтобы привлекать среднестатистических сородичей. Живу я здесь, спокойно в Луизиане. Перебиваюсь мелкими делами. В целом, стараюсь сильно не отсвечивать. Чем вообще знаменит ваш клан и чем вы занимаетесь, если не политикой? Это сложный вопрос. Мы появились всего лишь где-то, наверное, лет 200 назад. Еще до паровозов, но пока еще оставалось рабство. Из-за этого мы не очень многочисленны и нас не особо любят. В конце концов, лишние фигуры на доске никогда никому не нужны.
Наш клан знаменит самыми разными вещами, но в первую очередь, пожалуй, нашей внешностью. Ее сложно не заметить. Однако мы также знамениты тем, что в целом довольно неплохо можем конкурировать с Носферату или подобными им в вопросах шпионажа или иных подковерных дел. В основном как исполнители. Нам зачастую чужда дипломатия и политические интриги. Значит, кандидатов выбирают по способностям торговли информацией. Есть ли какие-то еще критерии? Нет, мы не собираем кандидатов по торговле информацией в клан. Скорее, этим наш клан знаменит. Этим мы зарабатываем на жизнь. Из-за того, как мы выглядим, все упирается все-таки во внешность. Кандидатов мы обычно ищем либо среди тех, кому внешность не важна, либо среди тех, кто обычно, скажем так, не видит смысла в своей обычной жизни. Люди, убитые горем, люди, не знающие, куда им податься, люди, которые устали от ежедневной рутины современного мира. Обычно мы ищем подобных людей. Они очень хорошо вписываются в нашу компанию и в скором времени становятся достойными членами нашего клана. То есть, если я понимаю правильно, это своеобразная реабилитация. Зачем становить того, кто находится, скажем так, на грани? Это скорее оппортунизм. Обычный человек, давайте представим какого-нибудь среднестатистического менеджера из Манхэттена. Если ему предложат стать бессмертной тварью, которая по своей внешности может напугать не только ребенка, но и любого взрослого человека, скорее всего посмотрит на предложившего это как на идиота. Гораздо удобнее это делать с теми, кому безразлична уже своя жизнь. И потом они сами поймут то, что вообще-то, когда от тебя ничего не ждут, жизнь становится куда легче. Ну, в нашем случае уже не жизнь. Понятно. А расскажите о вашей истории. За что остановили вас? Или, может быть, почему? Каким образом вы были выбраны? О, это простая история. Генри был обычным мальчиком из обычной среднестатистической семьи среднего класса. Семьи докторов. Все-таки тогда медицинские услуги не стоили таких бешеных денег, как сейчас. И он рос обычной мальчишеской жизнью, планируя продолжать дело своих родителей. А потом грянул Вьетнам, начались мобилизации. Генри, как ученика, поступавшего на химические специальности, как фармацевта, взяли в химические войска. Там он пораспылял немного химическое оружие, полетал на вертолетах, потрогал огнемет, вернулся домой, понял, что его послали к чертям собачьим, и после этого его нашел его будущий сын. Его звали, по-моему, Клайс или Джордж, я уже не помню. Он не очень любил говорить о себе. Насколько я понял, он, когда еще был жив, успел повидать обе мировые войны. Он не любил особенно о них рассказывать и больше предпочитал фокусироваться на современной жизни. Ревущие 20-е и Великая депрессия, видимо, его не сильно впечатляли и не трогали его ностальгию так, как трогает современных старейшин. Он обратил меня, потому что увидел то, что мне некуда податься, увидел то, что во мне есть потенциал, который вообще-то был сожжен и сломан жизнью, которая не особо желала что-то давать взамен на твои жертвы. Первые пару лет был самый сущий кошмар. Я откровенно не понимал, почему я, какого черта, зачем вообще вести жалкое существование в виде сухого трупа. Но, знаете, когда от тебя особенно ничего не ждут, и когда ты волен делать все, что ты захочешь из-за этого, потому что ты тише мыши, это дает свои преимущества. И со временем я влился в эту ночную жизнь.
Знаете, когда у тебя нет нужды ни в еде, ни в лекарствах, а ты можешь просто жить в свое удовольствие, это очень окрыляет. Я думаю, на самом деле, что этого часто не хватает современным вампирам. Слишком много ненужных вещей они на себя берут. Хм. А где сейчас ваш Сир? Он держит с вами контакт? Как вы вообще в клане друг с другом контактируете, если это делаете? Мы особо не контактируем. Обычно представители нашего клана собираются всего пару раз в году вместе на разных фестивалях, которые происходят по всей Средней и Южной Америке. Мардигра, День мертвых, все дела. Неудивительно. Обычно мы на этих праздниках собираемся и обсуждаем свои дела. До той поры нам особенно нет нужды пересекаться. Максимум можно обменяться слухами. А так мы не держимся тесных связей. Это сильно мешает в каком-то смысле нашей работе. Хм. Я так понимаю, на этих праздниках у вас тоже своего рода пир. Пир, ну, в каком-то смысле, да. В конце концов, когда все изображают из себя непонятно что на карнавалах, вряд ли кто-то заметит, как какой-нибудь занимательный мужчина, выглядящий как чудовище за своего костюмчика, нежно целует красивенькую женщину, подтанцовывающую на параде. Так что да, это своего рода и пир тоже. А что в остальное время? Кем вы питаетесь? В остальное время мы обычно предоставлены сами себе. Некоторые из наших более старых сородичей, конечно, собираются иногда в группы, но это в основном касается тех из нас, кто практикует вуду. В остальном мы обычно сами по себе, как и многие другие кланы. Валери делает какие-то пометочки, а потом возвращается к вопросу о пире. Так вот, насчет питания. Есть ли у вас какие-то предпочтения? Потому что насчет праздников там все понятно. А что же в обычное время? В обычное время мы часто перебиваемся тем, что придется. Многие из нас, если решат в каком-либо городе обосноваться, предпочитают вести должности всяких коронеров, гробовщиков, представителей агентств ритуальных услуг и тому подобного. Поэтому обычно это кровь трупов либо горюющих. Иногда медицинская. Не очень вкусно, по мнению многих вампиров, но зато дает тебе сил прожить еще недельку. Поэтому обычно наши жертвы не могут сопротивляться. Но, учитывая вашу внешность и в целом особенности клана, вы еще упомянули Вуду. Я так понимаю, у вас есть способы маскироваться под обычное общество? Расскажите о способностях, о том, как связано Вуду с этим, если связано, что вносит ваша вампирская кровь в новый быт. Вообще, наш клан зародился на Карибах, а также, понятное дело, на Гаити. Неспроста одного из наших старейших называют самим бароном Субботы. Если вы не знали, у гаитян это что-то вроде христианского святого. Но в их религии этих святых, так сказать, называют Ло, и они скорее духи. Но не суть важно. У нас здесь не урок истории. Важнее то, что обычно, до того, как мы начали распространяться по Америке и по всему остальному миру, мы спокойно сходили за вудуистских шаманов. В конце концов, если в вашей религии допускается то, что духи могут овладеть телом человека, выглядеть как дух становится не то чтобы очень странно. Скорее наоборот, можно это посчитать признаком эдакой немного странной или даже извращенной святости. Сейчас гораздо легче стало сходить за людей. Обычно до, наверное, годов это к 50-х и 60-х, когда медицина шагнула вперед, мы предпочитали прятаться в канавах и
старались делить это место аккуратно с Носферату. Сейчас гораздо легче сойти за человека даже существам нашей внешности. Сказать то, что у тебя аллергия, несчастный случай на производстве или, прости господи, обгорел на солнце, и большинство людей просто скажут: ну ладно, что поделать. Вы не поверите, как много американцев считают то, что рак действительно приводит к такой внешности, как у меня. Какие у вас есть еще возможности? Может быть, потенциальные? Какие из них вам нравятся больше всего? Честно говоря, у нас есть несколько своих трюков в рукаве. В основном они связаны с тем, то, что, скажем так, я могу сделать так, то, что завтрашним утром вы будете выглядеть не лучше, чем я. Но живы вы останетесь. И это будет довольно обычное дело. Я бы даже не сказал то, что сложное. Хирурги, конечно, вас могут поправить, до определенного уровня. Но в остальном в таком ключе. Это наша клановая дисциплина Танатозис. Мы умеем состаивать органику, умеем заставлять ее гнить и умеем в каком-то смысле ей манипулировать. Я бы сказал, что это похоже на то, что обычно творят цимисхи, но их безумство в сравнении с тем, чтобы просто сделать так, чтобы у человека кожа слезла с головы, это немного разные уровни. Я так полагаю, это что-то, что можно использовать в бою? Это можно использовать очень много где. Знаете, когда у вас просят кого-нибудь проучить, легче всего это сделать так, чтобы когда он проснется следующим утром, у него на столе была записочка «Не делай больше так», а его лицо превратилось в гримасу двухмесячного трупа. Тогда он обычно понимает сообщение, если тебя просят его доставить. С другой стороны, все когда-нибудь мы обратимся в прах, и в нашем случае это, скажем так, контролируемый процесс. Превратиться в кучку грязи и прошмыгнуть под дверью — это очень удобно. А еще иногда помогает уклоняться от налогов. Видно, что для Валери эта тема довольно болезненная. Она все-таки девушка красивая, о своей внешности заботится, поэтому заметна некоторая задумчивость. После чего она спрашивает: а это обратимо? Смотря насколько сильно это применять, и смотря какое у вас сейчас, скажем так, состояние. Если вы у нас простой человек, а вы, если мне не изменяет память, вроде бы простой человек, то в большинстве случаев вам только хирурги помогут. Либо пересадка тканей. И то не всегда, потому что это сильно зависит от того, с кем вы столкнулись. Если мы говорим о сородичах, то здесь все гораздо проще. Представителям, как любят говорить камаильцы, детей Каина, или это шабашиты любят говорить, я уже не помню. Он чешет свою голову, с нее спадает клок рыжих волос, полупоседевших. В общем, у представителей нашего рода эти эффекты более чем обратимые, хотя обычно для этого требуется больше, скорее, времени, чем крови или магии. Насчет других сверхъестественных тварей я не знаю, если честно. Мне, конечно, когда-то довелось встретить странных людей, творящих необъяснимые явления, но, скажем так, я не особо опытен в этой сфере. А как много сородичей из других кланов вы вообще встречали? Пока я путешествовал со своим сиром, ибо наш клан не очень любит оседать на одном месте, я успел повидать и шабашитов, и камарильцев, и анархов, и со всех возможных кланов. Разве что, пожалуй, мне не довелось повидать особо много шабашитов, кроме цимисхов и их, скажем так, творений. Да. Но в остальном почти всех мне удалось более-менее перевидать. Хотя не знаю, сколько есть кланов, о которых не любят распространяться. Или которые, как мы, настолько малочисленны, что мало кто о нас знает.
Есть ли у вас какие-то особые мнения по отношению к некоторым кланам? Ну, например, к тем же Цимисхам или кому-то другому? Я буду говорить чисто за себя. Я обожаю Носферату, честно. Они почти как мы, разница только в том, что с их внешностью сойти за больного бывает иногда даже сложнее, чем с нашей, от случая к случаю, само собой. Но в целом они нам почти как братья. Когда мы делили с ними канализации, волей-неволей становились друзьями. Потому что если канализация забьется трупами, или еще хуже, останками наших сражений, то это привлечет ненужное внимание. Поэтому гораздо удобнее нам было жить с ними. Честно, я их обожаю. Если говорить о каких-то других кланах, ну, я видел Цимисхов. Честно, то, что они творят, мне не по душе. Жизнь создана для того, чтобы развлекаться, но эти ребята воспринимают развлечения как-то слишком уж извращенно. Есть еще, конечно, всякие другие интересные товарищи, но, честно сказать, я никогда особенно не интересовался ими. В большинстве своем у многих кланов из-за специфики обучения встретить одного означает встретить всех. Поэтому в целом говорить о том, что, например, Вентру меня заебали своей тупорылой дипломатией, это будет, обыденной вещью. Мне кажется, они всех заебали этой дипломатией. Вы считаете, дипломатия это плохо? Знаете, я считаю то, что в современном обществе вампиров вот эта излишняя политика, это в целом отвратительно. Я не говорю то, что шабашиты или анархи правы. Они по-своему отбиты. Я скажу так, то, что большинство современных вампиров отдает большую часть своей нежизни на то, чтобы добраться, скажем, до должности князя, если это Камаилья, или стать самым большим громилой на районе, если они анархи, или стать каким-нибудь там верховным пророком, если мы говорим о шабашитах. Вы прожили, давайте забежим вперед, лет 500, и дожили до князя какого-нибудь хорошего города, скажем, Нью-Йорка. Вот вы правите Нью-Йорком. Что вы будете делать? Все, что у вас осталось, это то, что вы теперь будете бороться за это место, потому что если вас попробуют сместить, скорее всего, ваш прах окажется на дне океана. Поэтому я не вижу смысла. Я не вижу смысла в политике, я не вижу смысла в подковерных интригах, я не вижу смысла в бесполезной дипломатии, потому что это тупорылое прожигание своей нежизни. Вы просто берете и на протяжении столетий надеваете все больше и больше кандалов до тех пор, пока они не станут настолько тяжелыми, что все, что вам останется, это продолжать их нести. В чем смысл? А я вот тут подумала, что то, что объединяет все эти сообщества, это действительно какая-то небольшая общность, небольшая или большая, которые друг другу могут помочь в случае опасности. Что будет, если опасность придет на ваш порог? Если опасность придет на мой порог, я прекрасно знаю то, что я смогу довериться Эдварду, который живет в канализации. Я прекрасно знаю то, что я смогу позвонить Джинни, которая сидит в капелле Треймеров, потому что когда-то я спас ее шкуру. Но полагаться на Камаилью или анархов или шабаш я бы не стал все равно. Гораздо легче, если опасность придет на твой порог, самостоятельно обратить ее в прах или сбросить на дно реки, чтобы она прожила остаток своей никчемной нежизни на дне моря и думала о содеянном. Потому что если ты не можешь разделаться с опасностью сам и смог разъявить рот на того, кто тебя намного сильнее, это уже твоя проблема. Тем более, что в Камаиле, что в анархах, что у шабаша эта система работает почти одинаково. Если ты просишь помощи, будь готов к тому, что взамен у тебя попросят чем-нибудь пожертвовать. И уже тут зависит от того, у кого ты попросил. Кто-то потребует от тебя денег, кто-то власти, кто-то услугу, а кто-то тебя самого. Хорошо, если вы действительно находите свое место в этом мире. Но у вас же есть знакомые, я бы сказала, друзья, но это вам виднее.
Кем вас знают среди них? Среди них меня знают как сородича, к которому можно обратиться, чтобы решить проблемы. Конкретные проблемы, практические проблемы. Чтобы какой-нибудь труп исчез из морга. Чтобы у какого-нибудь человека конкретного, когда он придет покупать лекарства, в рецепте среди 50 таблеток от, ну не знаю, ожирения оказалась одна таблетка для повышения давления и тому подобное. Меня знают как человека, к которому можно обратиться почти с любыми проблемами, которые обычно более или менее переходят границы человеческих законов. И этого мне хватает. А как вы относитесь к смертным, к живым? Вы упомянули о жизни, вы называете всех людьми. Расскажите об этой части вашей философии. Что можно о них сказать? О людишках. Мы сами людишки, просто немножко другие. Смертные очень зациклены на своих вещах. У них много проблем, особенно сейчас. Времена все-таки не самые, скажем так, как же это слово было? Он немного так чешет у себя щеку облазящую. Изобильные. И в целом их можно по этому поводу понять. Они просто есть. Я не считаю их ни кормом, как это делает шабаш, ни инструментом, которым нужно управлять, как Камаилья, ни источником дохода, как это часто делают боссы анархов. Они просто есть. Они делают свою работу, они пытаются жить. А если наши пути пересекаются, ну, пускай. Если говорить о том, почему я всех называю людьми, с одной стороны, это привычка. Старая привычка, тем более, что когда ты работаешь в медицине, где постоянно приходится с людьми иметь дело. С другой стороны, если посмотреть немножко вглубь, мы похожи на людей. Мы, даже шабашиты, которые максимально пытаются от людей дистанцироваться, мы в сухом итоге остаемся людьми просто с немного другой стороны и с немного, скажем так, преувеличенными конкретными чертами. В случае с Камаильей это любовь к подковерным интригам и коварство. Не знаю, в случае с анархами это, ну, вообще непонятно, что, откровенно говоря. Я за все эти годы так и не смог точно понять, являются они какими-то бандитами или действительно за что-то борются. В случае с шабашитами, ну, это то, что мы все видели в 40-х. Это просто те же самые фашисты, только по-своему. И религиозные. Хотя идеологию и религию я уже начинаю смешивать в современном мире, слишком уж они стали похожи. Что вы думаете об охотниках? У них специфический взгляд на сородичей, и там религия все-таки играет большую роль. Даже, говорят, есть такая штука, как истинная вера. Если подумать, охотников я не понимаю. Ну как не понимаю? С одной стороны, они похожи на тех же обычных смертных. Разница только в том, что они маскируют вот это вот свое нежелание иметь дело с обычным миром под вот эту вот войну со сверхъестественной. Я это вижу так. Потому что если на них посмотреть, то вот эта их бесконечная охота на сверхъестественное, это банально то же самое, что и как героиновый наркоман, который не может выбраться из подворотни, потому что он просто любит находиться вот в этом вот мире своих мечтаний, будучи под своим героином. Для охотников этим героином стала охота. И неважно, если они помрут. А что до истинной веры, ну я не знаю. Мы когда-то видели магов, может быть это какая-то изощренная форма магии, потому что если задуматься, если вспомнить легенду о том, как появился тот же Каин, это выглядит как идиотизм. Потому что, если так посмотреть, то Бог создал нас, вампиров, и это должно быть наказанием, но по своей сути он наказал в целом человечество, потому что мы в нем существуем. И потому что они вынуждены существовать с нами, а мы существовать с ними. И тут нельзя сказать, было ли это наказанием или очень глупым решением. Потому что если бы я был богом, я бы сделал Каину другое проклятие. Не чтобы он ходил по миру бессмертным и всесильным, а чтобы он был как я. Ходячий гниющий труп, который все будут пытаться сжечь, четвертовать и повесить. А еще утопить в воде. И где-нибудь раз в 500 лет случайно находить
заново бы начиналась резня, и потом его бы снова сжигали, четвертовали и погружали в воду. Вот это было бы наказание. Доводилось ли вам видеть что-либо такое, что запало надолго из вампирских событий или, может быть, человеческих? Что-то, что произвело на вас наибольшее впечатление? Если в целом, наверное, самое большое впечатление на меня произвел полет человека в космос и на Луну. Все-таки есть в этом что-то, наверное, романтическое. Когда ты находишься один посреди тысяч километров буквального ничего. С другой стороны, если смотреть как с точки зрения вампира, на самом деле мне сложно что-либо сказать. Честно, за все время моего знакомства с миром сородичей я так и не нашел, за что их можно было бы действительно похвалить или чем бы я мог восхититься. Потому что в целом, если так посмотреть, они не дают особо большого повода для гордости, для восхищения или для ужаса. А можете ли вы за что-то похвалить себя? За то, что я нашел место в этом мире. Я здесь, в своем одиноком домике. Меня никто особо не домогается. Если домогается, то, возможно, когда пересохнет наша большая река, этого кого-то, кто до меня домогался, найдут. Этим я горжусь. Я устроил свою жизнь, я могу себе позволить, в принципе, в любой момент времени отправиться на любую точку Земли и там спокойно жить. Свободно смотреть, как мир горит, а я буду сидеть и попивать кровавую Мэри где-нибудь на крыше своего дома. Кровавая Мэри звучит скорее как реальное имя в вашем случае. Может быть, у меня в подвале найдется вино с таким именем. Ну как вино? Кровь. Улыбка Валера растягивается, и она задает следующий вопрос. А никогда не хотелось завести компанию, хотя бы друга, который будет все время рядом? Ну, на Сферату есть животные даже, хотя бы их. Честно, на самом деле, пожалуй, хотелось. В конце концов, мы, что люди, что сородичи, существа социальные в каком-то смысле. И, судя по тому, как я много балаболю сейчас с вами, легко можно понять то, что мне иногда не хватает хорошего собеседника. Так вот, почему вы согласились на это интервью? Вам бы хотелось поговорить? Ну, в конце концов, это довольно приятно разбавляет происходящее в мире. Так аккуратно поправляет волосы. Конечно, конечно. Кстати, возвращаясь к вопросу о внешности, у Носферату есть возможность ее скрывать. Есть ли она у вас? Мы можем... Вообще с этим мы с Носферату похожи. Наши дисциплины, не считая моей клановой Танатозиса, в целом довольно похожи. Мы тоже владеем затемнением, поэтому стать невидимыми посреди толпы, ну как невидимыми, незамечаемыми, для нас тоже вполне себе нормальное дело. Проблема в том, что в отличие от них, ибо их проклятие в основном накладывает проблемы с внешностью, хотя иногда и были и прецеденты, наше проклятие делает так, что мы воняем, и воняем конкретно. Чтобы понимали, камин я разжег не для того, чтобы было тепло, а для того, чтобы вот эти вот забавные бревнышки хвои с парой веточек ольхи не давали вам почуять, насколько гнилой от меня несет запах. Во времена Дикого Запада, как рассказывал мне мой сир, мы скрывались тем, что постоянно пили до хрена виски, чтобы алкогольный запах перебивал вот этот вот наш смрад гниения. И это тогда нас очень сильно выдавало охотникам. Она поглядывает на камин. Ваши уловки весьма действенны. А можете что-нибудь продемонстрировать? Я не думаю, что это получится уловить на камеры, но хотя бы для меня. В целом, почему бы и нет. И на глазах у Вали берет себя за руку, за правую, и с характерным хрустом костей он ее от себя отрывает. С нее вообще не капает крови, разве что немного, наверное, мяса отслоилось. И он просто со всем спокойствием эту руку отпускает на пол, и она заползает на стол между вашими двумя креслами, показывая большой палец. Вот довольно простой фокус. Ну как, я бы не сказал, что это часть наших дисциплин, но я так умею.
Это любопытно. Видно, что она хотела бы немножко отстраниться, но не стала. Держится. Что же, было весьма приятно с вами побеседовать. Она протягивает руку, чтобы пожать эту самую руку. Мертвая рука спокойно пожимает тебя. Это не очень сложный трюк на самом деле. Единственная проблема то, что надо смотреть. Но в целом, да, очень весело. Главное, верните мне, пожалуйста, мою руку, а то она не отрастает. Очень таким стесненным движением она пыталась бы держать ее пальчиками, но не удержит, поэтому передает руку обратно. Ну и по традиции, наверное, хотите ли вы обратиться к нашим зрителям или, может быть, своему клану, сказать им что-нибудь напоследок? Ну, если говорить своему клану, дико извиняюсь, если я случайно спалил наши любимые посиделки во время Мордигра. Ну ничего, я думаю, мы что-нибудь придумаем. Если говорить всем остальным, чего я могу сказать? Я думаю, что в целом каждому из сородичей стоит хотя бы пару лет раз в десятилетие провести чисто для себя. Поэтому вы тоже будьте добры, дорогие товарищи, друзья. Хотя бы ненадолго отвлекитесь от своих фантазий о могуществе, возьмите свои вещи и слетайте куда-нибудь на Мальдивы или в Гавайи. Море очень приятно обволакивает ноги, если дать им отмокнуть немного. Главное, следите, чтобы они у вас не стали вздуваться. Благодарю за теплый прием. И, возможно, когда-нибудь еще увидимся. Да, захаживайте, если вы будете в Луизиане, и нужно будет где-нибудь остановиться. У меня найдется пара свободных комнат. Особенно учитывая, какие сейчас высокие цены на аренду. О, ладно. Валерия поворачивается в камеру. С вами была Валерия и наш гость Генри Стилджов. Надеюсь, вам было интересно. Встретимся следующей ночью. Она подмигивает, и камера гаснет.